Приготовьтесь погрузиться в мир древних тайн и загадок, которые долгое время скрывались под водами Великого Евфрата. Высыхание этой, некогда величественной реки открыло портал в прошлое, где оживает история древних цивилизаций. Что нашло человечество среди обнаженных руин? И как эти открытия могут перекроить наше понимание истории и будущего? Впереди невероятное путешествие к корням человечества, где прошлое и современность сплетаются в захватывающий сюжет. Загадка высохшего Евфрата. Когда я впервые прочитал в интернете о том, что Евфрат, великая река, о которой говорилось в легендах, пересыхает, я был поражен. Исчезновение этой артерии не просто открыло дорогу пыльным ветрам на месте некогда плодородных земель, но и обнажило скрытые тайны, погребенные веками. Статья захватила меня рассказами об археологах, которые, словно дети в поисках сокровищ, обнаруживали древние поселения и загадочные артефакты на высохшем дне. Среди них упоминались странные статуи и подземные тоннели, которые столетия назад могли служить укрытием или тайными ходами. Одна из находок – огромный каменный барельеф, который, как говорилось, мог датироваться временем строительства первых городов. Социальные сети гудели от теорий и предположений о том, как эти открытия могут изменить понимание нашей истории. Я долго размышлял о масштабах этих открытий и их значении. Возможно, древние послания, выцарапанные камешком на стенах, смогут раскрыть забытые истории, прежде чем песок снова скроет их. Но над всем этим нависал вопрос. Если прошлое открыло свои объятия, то что это значит для настоящего и будущего? Может, в мудрости предков есть ответ на то, как справиться с тем, что нас может ожидать впереди? Тайны высохшего Евфрата. В Курдистане археологи наткнулись на древние пещеры, скрытые под ранее полноводной рекой. Каждый день приносил новые теории и предположения, от профессионалов до интернет-исследователей. Появились даже видеоролики с детальными анализами. Кто знал, какую информацию таила в себе река, которая тысячелетиями снабжала жизнью великие города? Одни утверждали, что эти находки могли пролить свет на культурные связи между древними народами Месопотамии, другие же говорили о потенциальных открытиях, способных перевернуть исторические временные линии. Я был поражен, как одна пересохшая река может стать ключом к нашему прошлому. Постепенно складывалось ощущение, что Евфрат, даже в своем высохшем состоянии, все еще имел тайны, которые ждали своего часа, чтобы быть раскрытыми. Тайны исчезнувшего Евфрата. Когда мне впервые попался на глаза заголовок о высыхании Евфрата, это казалось чем-то далеким и абстрактным. Однако, просматривая отчеты в интернете, я обнаружил удивительные детали. Погрузившись в видеозаписи и фотографии, сделанные исследователями, я видел, как великая река, превращаясь в пересохшее русло, обнажала тайны прошедших эпох. Пораженный, я наткнулся на материалы об удивительных находках. Под слоями высохшей земли оказались скрыты древние сооружения и сложные гидротехнические системы. Исследователи предположили, что эти пещерные структуры не только защищали от природных катаклизмов, но и играли важную роль в управлении потоками воды, что превращало их в настоящие гидротехнические диковинки древности. Позже я обнаружил, что современные археологи рассматривают гипотезу. Эти системы могли быть частью грандиозного проекта, созданного для поддержания житейских устоев цивилизаций, процветавших на берегах Евфрата. Возможно, это были люди, для которых река была не только источником жизни, но и символом духовной связи с миром. Чтение об этих находках заставило меня задуматься о том, сколько еще скрыто в недрах нашей истории. Евфрат, даже исчезая, все еще шепчет нам о запутанных нитях прошлого, ожидая, когда мы снова переплетем их с нашим современным миром. Смогут ли новые открытия пролить свет на загадки великих цивилизаций? Это предстоит увидеть. Сокращенное путешествие Евфрата. Я все больше интересуюсь историями, которые случаются у берегов давно высохшей реки Евфрат, жерла одной из величайших рек древности. Все началось с новостей в интернете, которые полностью завладели моим вниманием. Публикации и исследования буквально пестрили новыми находками, спрятанными под толщей иссушенного времени. Река, питавшая шумеров и месопотамцев, место, где когда-то пульсировала жизнь, теперь хранит в своих извилистых ложах сокровища прошлого. Некогда могучий поток,
открыл миру невероятные открытые тоннели, древние кладбища и целый спектр загадочных артефактов. Как будто Евфрат решил рассказать свои собственные давние истории. С каждого фото и видео транслировалась атмосфера тайны, не зная, что находка следующего дня принесет ученым. С каждым новым открытием глубоко становилось ясно, как много мы еще не знаем о тех, чьи пути когда-то вели вдоль этих рваных, ныне пересохших берегов. Подобные открытия напоминают мне о том, насколько тесно наше прошлое переплетается с настоящим. Через эти находки продолжается изучение исчезнувших цивилизаций, важных уроков, которые они могли бы нам передать, чтобы мы не повторяли ошибки прошлого. Веяние таинственной истории, когда природа допускает нас к тем событиям, которые веками хранила в своей старой, но такой ценной памяти. Тайны высохшей реки. Как это нередко случается, природные явления преподносят нам сюрпризы, и древние тайны выходят на поверхность. Обмеление Евфрата приоткрыло завесу над скрытым городом Закиху. Археологи решили углубиться в открывшиеся тайны. Этот город, некогда процветавший во времена Митанни, пленил их вниманием. Как хрупко бывает людская память, и как мощно звучат безмолвные голоса прошлого, когда вода уступает место истинам истории. Исследователи погрузились в работу, раскрывая медленно забытые здания и сооружения. Прекрасные керамические изделия и украшения, найденные здесь, говорят о высоком уровне ремесел и искусства. Особое внимание привлекло храмовое строение, вмещавшее в себе о загадках религии, неизвестно какой, поклонявшейся своим богам в одном из древнейших уголков Земли. Все это открывает для нас ненаписанные страницы истории, которую Евфрат, верный хранитель тайн, скрывал веками. Открывшиеся из глубин воды, эти артефакты позволят нам лучше понять социальный порядок и верования народа, жившего здесь столько тысячелетий назад. За горизонтом прошлого. Недавно наткнулся на захватывающие новости в интернете. Высохшее русло Евфрата открыло каменные своды и лабиринты, которые, как утверждают некоторые археологи, могли служить частью обширной сети подземных тоннелей. Эти сооружения предположительно связывали разные города Древней Месопотамии, добавляя загадочности истории этого региона. Я попал в поток обсуждений в социальных сетях, где энтузиасты и эксперты пытались разгадать истинное назначение этих туннелей. Одни утверждали, что они использовались для секретных перемещений товаров и ресурсов. Другие предполагали, что это часть утраченной цивилизации, связанной с легендарной царицей Семирамидой. Но, как я узнал из одного блога, вопрос о том, что еще может скрываться в этих подземных сетях, так и остается открытым. Некоторые из исследователей утверждают, что ощущали некую энергию или даже слышали странные звуки при приближении к тоннелям. Эти рассказы вызывают дрожь, но они же и подогревают интерес к дальнейшим исследованиям. Несмотря на таинственность находок, это открытие вселяет надежду на более глубокое понимание культуры и истории одного из самых загадочных регионов мира. Что ж, будем наблюдать, какие еще секреты откроет нам древний Евфрат. Реквием по Евфрату. Отрывки из прошлого. Под помутневшими водами Евфрата археологи обнаружили древний завод, уникальную находку, размывающую привычные представления о технологиях прошлого. Сцены труда и повседневной жизни, запечатленные в табличках на глиняных горшках, рассказывают о слоях истории, сокрытых веками. Среди находок, восстановленных из-под слоев ила и песка, мы видим рукотворные чудеса, камни, возведенные в сложные конструкции, где ремесленники прошлого создавали инструменты и гончарные изделия. Эти творения довольствуются красноречивым языком символов, связывающих нас с воплощениями надежд и верований создателей. Наблюдение отхода вод Евфрата позволило нам увернуться в прошлое, открыв ускользающие следы выживания и прогресса. Каждый новый факт о ее быте и ремесле складывает замечательную картину их ежедневности и гениальности, сохраняя память о тех, кто однажды считал полноводный Евфрат сердцем своей империи. Завод и артефакты на его территории стали выражением трудолюбия и изобретательности людей, чьи события навсегда закреплены на страницах общей истории. Высохший Евфрат. Эхо ушедших цивилизаций. Когда я смотрю на высохший Евфрат, я ощущаю, как будто сам воздух пропитан наследием древних цивилизаций, чьи судьбы формировались на этих берегах. Эта великая река некогда пролегала,
питая землю в плодородном полумесяце и давая жизнь шумерам, вавилонянам и многим другим народам. Но что осталось от той мощной силы, которая приводила в движение колесо времени? Я представляю, как шумеры, возделывая землю, использовали воду Евфрата для своих интригующих оросительных систем, как были выстроены первые города, подобно Уру и Урку, именно благодаря благодати водной полосы. Этот древний ландшафт был живым пульсом цивилизации, предлагая дар плодородия и связывая людей нитью общих судьбоносных решений. Однако нынешний облик реки – это лишь бледная тень прошлой мощи, отражение реальности, где вода больше не рекает в своих изогнутых извивах. Загадка Евфрата между пророчествами и реальностью. Когда я узнал, что великая река Евфрат высохла, в памяти всплыли древние пророчества, которые веками будоражили умы верующих. Образ пророка Мухаммеда вспоминается сразу. Его предсказания о невообразимых богатствах, что возникнут на месте, где течение воды однажды преградит путь. Гора золота, о которой говорил пророк, внезапно обрела реальность в воображении. Неужели богатство станет причиной новых бедствий, разделив людей, которые столь долго терпели и создавали? С другой стороны, я не мог не вспомнить христианские рассказы, которые говорили об освобождении библейских ангелов, связанных у этой обители. Согласно откровениям, освобождение этих существ знаменует собой начало новой главы истории человечества. Волшебный звук рек, некогда убаюкивающий слух, теперь уступивший место молчанию, наполняет атмосферу тревожным ожиданием. Раскрытие тайн древнего Евфрата. Совсем недавно мне довелось узнать в интернете о невероятных находках, которые скрывал высыхающий Евфрат. Эта река всегда была не только водной артерией, но и хранительницей древних историй. Сейчас, когда ее течение ослабевает, на поверхность начинают выходить загадочные свидетельства прошлого. С интересом я следил за рассказами путешественников и ученых, которые делились своими открытиями. Отыскиваются небывалые артефакты, деревянные предметы, возможно, использовавшиеся в древних ритуалах, и глиняные таблички с высеченными посланиями, смысл которых предстоит понять. Любопытство подчас вызывал настоящий трепет. Одно из видео, которое зацепило меня, демонстрировало древние пещеры, часть которых раньше погружались под воду. В них сохранились изображения и символы, превращающие обыденный взгляд в окно сквозь время. Сначала трудно было поверить, что под такой толщей земли могут скрываться такие неожиданные сокровища. Но люди, верящие в духовную значимость Евфрата, говорят, что это знаки, посылаемые нам предками. Такой взгляд провоцирует думать о важности сохранения истории, уважения к традициям и бережного отношения к земле, которую они питали. И мне кажется, что это прозрение может вернуть нас к истинным ценностям, помогая объединять прошлое и настоящее. Открытие замка Тек. Когда уровень воды в Евфрате неожиданно спадал, в интернете начали появляться захватывающие статьи и фотографии, сообщавшие об обнажившемся древнем сооружении. Мое внимание привлек загадочный замок, именуемый Тек, который на протяжении веков скрывался под водами этой исторической реки. Фотографии показывали величественные колонны, покрытые изысканными резными письменами, которые, по мнению археологов, могли принадлежать давно исчезнувшей цивилизации. В одном из обсуждений я узнал, что внутри замковых стен нашли странные каменные скульптуры и загадочные глиняные сосуды. Эти находки натолкнули исследователей на мысль, что Тек когда-то служил культовым местом для проведения древних ритуалов. Меня поражало, как привычный поток времени мог быть нарушен, открыв нам доступ к столь давнему и неизведанному миру. Реки времени и уроки прошлого. Когда я впервые наткнулся на статью об этом в интернете, моя любознательность сразу пробудилась. В древние времена Евфрат был могучей рекой, изобилующей тайнами. Сейчас же его высохшее русло стало источником невероятных находок, которые могли пролить свет на загадки прошлого. Я следил за исследованиями историка-археологов, которые посвятили свою жизнь изучению древних цивилизаций. Они рассказали о том, что скрывалось под песками когда-то полноводного Евфрата. Вы представляете, каково это? Обнаружить керамические обломки, старинные орудия труда, таблички с клинописью. Они словно ждали, чтобы их вновь обратили во внимание, чтобы рассказать о жизни людей, питавшихся от щедрот реки.
Археологи действительно сделали нечто невероятное. Их открытие напоминало о том, что когда-то эти земли были колыбелью величайших культур. Теперь пустынное русло открыло перед нами сцену, ставшую молчаливым свидетелем событий, переплетающих судьбы ассирийцев и вавилонян. Такое обнаружение вновь подчеркивает значимость прошлого для нашего современного мира. Мы ведь часто забываем, что история не только о прошлом, но и о понимании нашего настоящего. Каждый найденный артефакт был подобен шепоту из глубин времени, напоминая мне, что уроки истории – это наши маяки в водовороте современности. Высохший Евфрат, подобно древнему архиву, открыл свои тайны. Обнажившиеся каменные дороги, фрагменты зданий из совершенно иной эпохи, остовы кораблей, некогда бороздивших водные пути. Каждый фрагмент мозаики, обнаруженный здесь, напоминал о прошлом, полном движения, жизни и истории. Река, когда-то шумная и полная жизни, сейчас в своей тишине открывает возможность для научных открытий, для понимания культуры и быта тех, кто здесь жил. Высохший Евфрат дает человечеству не только новые знания, но и шанс соединить современность с великим древним наследием, из которого мы все вышли. Им воплощается идея, что прошлое всегда остается частью нашего будущего. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании.